Этого ни в коем случае не делайте по народным приметам 29 июня, чтобы не стать нищим и потерять денежную энергию. Все, друзья, далее более подробно. Согласно народному календарю, 29 июня отмечается народный праздник Тихон Тихий. С именем Тихона на Руси связаны разные поверья, приметы, которые позволяют назвать этот день тихим. К примеру, считалось, что с этой даты начинают затихать певчие птицы, лишь соловей продолжает петь до Петрова дня. Тихо ходят и звери, хоронятся в норы. Говорили также, что на Тихона солнце идет тихо. Удивительно, но это наблюдение подтвердила и современная наука. По подсчетам астрономов, к концу июня Земля сбавляет скорость движения по орбите по сравнению с 1 января. Православная церковь 29 июня чтит память святого Тихона Амуфанского. Этот день имеет еще несколько названий. Тихонов день, Тихон Тихий, Тихон Утешитель, а вот православная церковь вспоминает 3 святых с именем Тихон, которые жили в разное время. Святой проживал на острове Кипр, где в христианство обратил много язычников. По народным приметам в этот день старики собирали травы, которые считались лекарственными. Люди верили, что в этот день растения имеют еще большую силу и мощь, а молились святому, чтобы просить помощи в избавлении и предотвращении недугов. Землю в этот период как следует удобряли навозом. Клади навоз густо, в амбаре не будет пусто. В деревнях в этот день устраивали толоку. Это означало то, что нанимали людей из бедных семей к себе на работу, чтобы те, в свою очередь, помогли с работами по земле. Если все выполнялось хорошо, то хозяева устраивали пир, а именно угощали едой. После пиршества начинались пляски, песни и гуляния. В таких случаях приглашали людей только с бедных семей, чтобы помочь их и прокормить. С этого дня завершались все посевные работы. Согласно народным приметам, можно было предугадать и будущую погоду. Погода сменится, если скотина мало пьет воды и днем спит. Ясный день будет, если туман опустился и лег на землю. А еще ясный день будет, если у папоротника листья свернуты с утра. А вот день будет жарким, потому как радуга из цветной в белую перешла. Пойдет дождь, если в жаркий день прекратится клев рыбы. А вот будет ливень, если рыба прыгает над водой и мечется из стороны в сторону. Будет дождь, если окна запотевают. Сильный ветер будет, если вороны садятся головами в одном направлении. Ненастье наступит, если у камыша и астролиста появились слезы. К солнечному дню воробьи весело чирикают и веселятся. В этот день запрещались любые работы, связанные с тестом. Нельзя даже делать было заготовки на следующий день. В эту среду отмените все хлебобулочные выпекания. Если душа требует готовки, то постарайтесь себя завлечь чем-то другим. Посмотрите несколько новых оригинальных рецептов и приготовьте что-то вкусненькое для вечернего ужина. Дома будьте готовы что-то ремонтировать, не своими руками, конечно. Скорее всего, придется звать на помощь специалистов, ведь супруг, как правило, не справляется со своими всеми обязанностями и работой. И так как ему нужна ваша поддержка, и сейчас то самое время, что проще заплатить чужому человеку, чтобы он за несколько часов решил вопрос, нежели самому копаться несколько дней. Запрещено в этот день поддаваться лени и заниматься ничего не деланием. Наши предки считали, что святой все мог заметить и наказать лентяев. Такие люди могли забыть в будущем про удачу и столкнуться с большими жизненными неудачами.
Поэтому сегодня нужно было заняться делом и как можно больше активничать. Сделайте какие-то полезные вещи. Можно продолжить заниматься работой, которую вы делаете каждый день. Только сделать нужно немного больше, чем обычно. Займитесь для себя чем-то новым, интересным делом, которое вас вдохновляет. Сюда подходят даже различные обучающие ролики, которым вы сможете посвятить даже несколько часов. Сегодня вечером не исключены встречи с давними знакомыми. В их компании вы хорошо проведете время. Стоит уделить внимание своему здоровью и внешнему виду. Профилактические и косметические процедуры сегодня дают нужный результат. Посвятите день психологическому отдыху. Делайте то, что вам нравится. Отодвиньте все свои проблемные моменты в сторону, а особенно людей, которые плохо влияют на вашу психику. Подумайте и об дальнейшем отдыхе. Присмотритесь к предложениям турагентств. Возможно, раннее бронирование путевок подтолкнет вас к быстро приближающимся отпускам. Настал прекрасный период сейчас для поездок в гости, для встреч с друзьями. Возможно, там вы встретите приятеля, которого не видели несколько лет. Общение пойдет только на пользу и вам, и тому человеку. Отношения, которые сегодня начались как деловые, могут со временем принять романтический характер. Одиноким представителям стоит присмотреться к кому-то из друзей. Возможно, этот человек относится к вам с любовью, и не исключено, что вы по-новому взглянете на человека, которого давно знаете, и начнете испытывать к нему теплые чувства. Далеко не всем, кто сегодня пытается завоевать вашу симпатию, можно доверять. С новыми знакомыми будьте настороже, особенно если они обещают вам золотые горы. Людям, которые планируют регистрацию брака, обязательно стоит проявить активность, так как вы все время почему-то сомневаетесь и ведете себя нерешительно. Пора бы это изменить. В трудную минуту не стесняйтесь обращаться за советом к любимому человеку. Помните, он ваша опора. Если вы не верите в целебные свойства творчества, займитесь спортом. Купите, например, абонемент в тренажерный зал. После физической нагрузки нервное напряжение снижается. Здоровью вашему сейчас ничто не страшит. И если только вы не будете долго находиться на солнце в жаркие дни. Обязательно надевайте шляпу, солнцезащитные очки и пользуйтесь кремами. Берегите зрение, не забывайте пользоваться очками для компьютера, чтобы не повредить роговицу. Эффективными будут сегодня и оздоровительные мероприятия. Занятия спортом и сеансы массажа будут особенно полезны. Также сегодняшний день подходит для шопинга, особенно для покупки летней одежды. Добавьте в свой гардероб ярких платьев, красивой бижутерии и высокий каблук. Помните, что красивое отражение в зеркале придаст вам еще больше уверенности в реальной жизни. Также в этот день, 29 июня, нельзя месить тесто. Готовить выпечку из теста, использовать для приготовления блюд муку. Наши предки считали, что это к денежным трудностям и проблемам. Нельзя сеять и сажать растения, иначе все посаженное не вырастет или даст плохой урожай. Нельзя и что-то начинать, строительство, долгосрочный какой-то капитальный ремонт, новый бизнес и даже рукодельные работы. Результат принесет только разочарование. Нельзя проводить и любовные начинания, приглашать на свидание, свататься, делать предложения руки и сердца, а также начинать совместную жизнь или жениться. В противном случае любовная связь будет короткой и в скором времени начнутся размолвки. В этот день нельзя ругаться, ссориться, повышать на кого-то голос, отчитывать и вступать в конфликт, тем более с рукоприкладством. Нельзя и обижаться, таить обиду, продумывать план мести, потому что таким образом можно испортить свою жизнь. Также в этот день, 29 июня, не стремитесь принимать важные решения. Также не стоит в этот день спорить и ругаться в этот день, а также повышать голос. Помните, Тихон тишину любит. В этот день также запрещено рвать цветы и ставить их в вазы в помещении, потому что это к неудачам.
Женщинам в этот день запрещено полоть грядки. В этот день это делали только молодые девицы. Сняв одежду, девушки обходили грядки по кругу, прежде чем начинать полоть. Также обращаем ваше внимание, что если сделать сегодня предложение руки и сердца, то брак окажется недолгим и несчастливым. В этом уверены были наши прапрабабушки, и они об этом неоднократно говорили. И также мы рекомендуем вам не принимать 29 июня какие-либо судьбоносные решения, потому что все договоренности, которые будут достигнуты на Тихона, впоследствии могут разочаровать. Но и прокрастинировать на Тихона тоже не стоит, потому что за леность святой может вас наказать. Также обращаем ваше внимание, что 29 июня нас ждет с вами новолуние. Обратите внимание на этот день, постарайтесь провести его спокойно, никуда не спешить, старайтесь не создавать какие-то новые проекты или внедрять их в жизнь, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Даже если вы и подумаете, что на первый взгляд все у вас получается, обращаем ваше внимание, что в самое ближайшее время придет просто разочарование, потому что окажется, что была где-то допущена ошибкой или еще какие-то моменты. Обращаем, друзья, на это ваше особое внимание. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Обязательно